Здорово, молодые. Ну что вы рассказываете? Сочинили какой-нибудь новый рэп-трек за выходные? Или чем-то, может, еще полезным занялись? Здорово, молодые. Ну что вы рассказывайте, не стесняйтесь. Сочинили какой-нибудь новый рэп-трек за выходные? Или чем-то, может, еще полезным занялись? Здорово, молодые. Ну что вы рассказывайте, не стесняйтесь. Сочинили какой-нибудь новый рэп-трек за выходные? Или чем-то, может, еще полезным занялись? Здорово, молодые. Я все выключил. Какой-то лох дублировал стрим. Я его забанил. Ой, ну шо вы, привет, я спал. Здорово, танкер. Нормально выспался хоть? Здорово, здорово всем. Здорово, Фриман. Здорово всем. Я вчера бухал, вот сегодня откисаю. Как раз очень удобненько, на самом деле, очень удобненько. Вот сегодня такой человый день. Сегодня у нас будет конференция Xbox, Bethesda, Microsoft. А для тех, кто не знает, под Microsoft сейчас очень много игровых компаний, на самом деле, включая опять-таки ту же Bethesda. Так что как бы вечер обещает быть томным, хотя на самом-то деле, сейчас я скажу, в телеге объявлю, что мы начали. Вот, все. Я остаюсь оптимистом, несмотря на то, что фест, который мы смотрели в четверг, был полной коллоидной кучей. Я остаюсь оптимистом, надеюсь, что хоть что-то интересненькое будет. Хоть что-то интересненькое. Все-таки, я надеюсь, беседка, как ни крути, даст говна, еще может дать говна. Не, ну, понятное дело, я уверен, честно, вот почти на 100%, что будет геймплей нового ТЭСа, потому что куда уже тянуть? Мне кажется, ТЭС затизерили шестой еще в 2016, наверное, или 2017, не помню точно. Вот. Ну, кто помнит, можете написать в чате. Я не помню, честно, я даты плохо запоминаю. Вот, поэтому, мне кажется, точно будет тест. А вот остальное хер его знает. 5 лет назад, ну это жестко. 5 лет. А учитывая, что 5 лет, до 5 лет еще, ну, короче. Starfield, да, там одновременно с этим тестом и Starfield. Ну, по Starfield сегодня обещают дохуя геймплея, там даже отдельно написано, что типа они пишут, что это Xbox Game Showcase плюс Starfield Direct. То есть по Starfield прям, ну, плотно будет. Я не говорю о том, что тест выйдет прям сегодня. Я говорю о том, что геймплей могут показать вполне. Ну, типа, если не покажут, я охуею. Потому что, ну, за 5 лет реально отсидеть можно уже, блядь. Пиздец. Ну, Starfield уже показывали вроде, но я особо не смотрел. Не знаю, мне не особо интересно. На самом деле, в плане open world я особо, ну, не жду игр после Red Dead Redemption. Ну, вот чувак говорит, что в 2015 году анонсили. Это, может, пацаны просто до сих пор в 2020 живут? Не знаю, честно, для меня вот реально, если заанонсят какой-то Quake новый, для меня это самое ожидаемое, что может быть. Но я не верю. Я не верю в это абсолютно. То есть даже вот Wolfenstein 3 я хотя бы, ну, это вполне вероятно, не в этом году, так в следующем. А вот с Quake'ом вообще никаких непонятно, что с ним может быть. Вот. Вроде и хоронить рано, а вроде и как бы, ну, были какие-то слушки. Так что херово. Сори, пацан, немного покуриваю калик, пока не началось. Надеюсь, вы меня простите за такое, за то, что отвлекаюсь так сильно, но сами понимаете. Понимаете. Лучшего друга повернули с полону. Блин, ну поздравляю, красавец. Привет другу. Респект, надеюсь, с ним все в порядке.
Калик от слова кал. Ну, я просто люблю ощущать, сосать длинные предметы. Ну, ты понял. Короче, прикольно. Здесь покажут Fallout New Vegas 2. Тоже, да, типа, были служки. Были служки, все может быть. Опять-таки, Fallout новый. Когда четвертый вышел? По-моему, четвертый вышел в Fallout 15 тоже. И уже как бы тоже прошло, блин, нихера себе. Ну, типа, как это, Fallout 76 вообще не считается. Это тоже кал, говно. Так, блядь, за этот... Идея заспидранить Сэма отличная, идея замьютить за спам еще лучше. Вот. Fallout может. Ну, короче, на самом деле просто в беседке очень много таких игр, которые вроде, ну, ничего нового не ждешь, но вроде и их продолжения вызовут какие-то теплые чувства, хоть и по большей части оно все одно. Хочется новий ремастер Скайріма. Та куди ще, блядь, того Скайріма, їбать його в сраку. Ой, не дай бог. А прикиньте, Skyrim 2 объявят. Объявят, что на самом деле будет не TS6, а будет Skyrim 2. Что вы будете делать в таком случае, скажите честно? Тут объявят New Vegas Special Edition и попросят купить. Блин, ну это хоть и хотя бы не Skyrim. Индюшатина, ну, индюшатина, да, будет однозначно какая-то Xbox'овская. Ну, мы ее будем скипать. Мы ее будем скипать. А ты думаешь, что TS6 будет лучше Skyrim? Не знаю, я же говорю, я оптимист. Я верю в хорошее. Иначе, если не верить в хорошее, то лучше вообще на это все не смотреть. Особенно реально после презентации в четверг, где самым типа неожиданным анонсом был Final Fantasy VII. Что? А, да, извини, пожалуйста, Николас Кейдж, точно. Я надеюсь. Надеюсь, Николас Кейдж не будет меня преследовать. Но МК-1 и так все знали, что МК-1 выйдет. Они уже... Хочется именно громких анонсов. Ну, это круто, когда ты сидишь такое смотришь, и вдруг какой-то нежданчик. А когда, ну, ты сидишь так, знаешь, что игра, ну, да, МК... Ну, тот же МК-1, реально, ну, ничего там нового в геймплее нету кардинального по сравнению с предыдущей частью. Это не вызывает какого-то восторга, это, ну, неожиданное что-то. Я понимаю, что действительно наше поколение уже в плане игр сложно удивить, но я думаю, все еще возможно. Как думаешь, будут ли на самом деле добавлять нейронные ИИ в новые игры по типу TS6 и New Vegas 2? Нет, еще не скоро это случится. В будущем, думаю, может когда-то и случится, но пока еще не скоро, потому что это слишком непредсказуемо. И на самом деле идея, типа, побазарить с НПЦ в игре, типа, вроде и прикольно, а вроде и смысла в этом немного. То есть, ну, в этом смысл есть, если НПЦ прям будет реагировать на твои действия. Но это вообще, типа, на данный момент нереально. Блин, в играх до сих пор зеркала через одну делают. Какой там искусственный интеллект? Как относишься к настольным РПГ по типу ДНД и т.д.? Не играл в ДНД никогда, не знаю. У нас пацаны в спонсорке играют, но я не участвовал. Максимум мои по настолкам это Манчкин. Манчкин люблю, если в хорошей компании собраться, там на пару-тройку часиков катку по кайфу, хотя я очень давно не играл. Вот. Ну а так, прям дальше я не залазил. Вот бы спросить у НПЦ что-то голова. Ну вот это единственное, ради чего оно стоило бы.
Чекаю Skyrim під PSVR 2, бо я його тільки 2 рази під VR купив. Господи помилуй. Ты ж такое в приличном обществе не говорят. Ну, кстати, все возможно. Я уверен, что под PSVR перенесут эти все старые игры. Настольный Warhammer. Не играл в Ваху вообще, я не знаком с Вахой. Я неоднократно уже повторял. Типа вообще я далек максимально от него. Я не говорю, что мне не нравится, просто как-то не тянет. Не тянет. Так, ну, кстати, 1 минута. Сейчас, наверное, уже буду стартовать потихоньку. Ну, ждем, пока ничего не стартануло. Есть мод для Скарима, где чат ГПТ к персонажам подрубили, выглядит внушительно. Ну, типа, ну, это прикольно. Ну, таки. Я просто не знаю, насколько это хорошо работает. Мне кажется, это наверняка должно тормозить как-то и... Что-то не стартуют пока. Уже вроде 20:00, пока не стартуют. Я держу руку на пульсе, между прочим. Пишет, что премьера скоро начнется, но пока не начинается. Let's go в Голум 2 пишет в чате. Так, ну ладно, давайте сейчас. О. Пошел отчет. Сейчас сразу нахуй. Wolfenstein 3, на нахуй. Quake 2, там, не знаю, на нахуй. Doom 3. Doom 33, не знаю, на нахуй. Minecraft 2. Бля, ну, кстати, это Microsoft. Так что шанс на Minecraft 2 есть. Если кто не знает, Microsoft владеет Майнкрафтом. Конференцию под пивко с приколясами или под чаек? Под чаек. Сегодня у меня сегодня чаек, орешки с сгущеночкой, вот, и пару печенек. Такое, чисто, знаешь, на чили. На чили, на расслабоне. Ладно, расчехляем. Так, сразу игра 18+. Вы шо, пацаны, блин. Postal 5. И говорите, пожалуйста, что по громкости. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Так. Okay. Let's do it. Бля, это чувак из этого. Из сериала «Компьютерщики». Well, Почему у меня субтитры на арабском? У меня единственный вопрос. with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons, roughing up bandits because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk. Every IT Крау, да, блин, классный сериал был. on a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit. With Сори, я не могу так быстро переводить. Not Но он что-то смешное говорит. mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Думаете, Фейбл? Я охуеюсь, это Фейбл. Нет, там же было написано Дэйв. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. Не слышно вообще, это не гони. It's the age of death. А так. One moment. Ебать, что This is происходит? awkward. Yeah. Это какой-то этот, великан. Oh, Фейбл, ебать, ты шо?
Ты шо? Ты шо? Блин, ну вот как надо, блин. Сразу нахуй Фейбл новый, блядь, с чуваком из компьютерщиков, блядь. Вот что я хочу от этих презентаций. Красавцы, Microsoft. Мне говорили в прошлом, что охуёво... Вот, если охуенно что-то показывают, то можно среагировать охуенно, понимаете? Десять из 10 сразу записывайте. Первое 10 из 10. Shaking bones. Сабы украинцы. Been a while. Я не знаю, у меня сабы, блядь, только... А, вот мы уже настроили. So, you remember that favor you owe me? О. I'm looking for a creature. О, отлично вообще. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Mm-hmm. Sneaky. Вообще не ебу, что это, но выглядит круто. Давайте, 10 из 10, дальше. Охуенно. Фил Спенсер, блядь, мне кажется, шире становится с каждой презентацией. Он в экран не влезет, когда настанет его время выходить. Word премьера, еще одно нахуй из 10 из 10. Давай, блядь. Я готов. Я не был готов в начале, но сейчас я готов. Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. Это что-то по Говарду Лавкрафту, да, наверное? На Ктулху похоже. On second thought, I'm out. My whole life. And now I just need a chance to finally be free. Бути вільним, это что, пацан? Wherever that takes me. Понял. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again.
underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Они обещали, что тут не будет ни одного ролика, который полностью состоит из пререндера. Типа что-то из этого точно не пререндер. Короче, блядь, Звездные войны, давай дальше. Не знаю. Звездные войны уже на протяжении скольки там 40-50 лет паразитируют на своем наследии. Ну, даже это можно видеть по вот этим переходам в стиле классических Звездных войн. Короче, ладно. Весь Star Wars это ностальгия по вот этому далекому времени, когда выходили хорошие фильмы. Но я надеюсь, это не все, это не самое крутое, что они покажут. А это Фил Спенсер уже изменился за лето. Стрим мыльный? Не знаю, у кого-то еще стрим мыльный. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. Ну, у меня нормально все. Попробуйте остановить и запустить, пусть прорвется немного. Монитор Ой, слава богу, тут субтитры есть, и я могу просто завалить ебальник. Намного приятнее. Ну, спасибо, реально, Microsoft, спасибо, дякую. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. О, еще премьер, давай, еще 10 из 10. Не, ладно. Подожди, это Хейтс? Может, это Хейтс 2? Ну, вряд ли. Блин, вот я надеюсь, что на этой презентации скажут Хейтс 2, блядь, покупайте прямо сейчас. Я куплю за любые деньги Хейтс 2 и буду в него играть. Отвечаю. Да, это вряд ли Хейт. Какой-то рейд, блин. Рейд Shadow Legends, чешу. А, на самом деле по графике это прям жесткая Индия какое-то. Кооперативно 33 человека, ну удачи. Ну, индюшатина, да, ну тут ничего такого. Ну, слушайте, показывать такую индюшатину после того, как вы показали 3 громких, реально хороших игры, это норм. А когда из такой индюшатины состоит вся презентация, это зашквар. Ну, типа, я так считаю. Ну, тут хотя бы какая-то идея интересная, типа, кооп на 33 человека, ну, хер его знает, что это такое. Ну, конечно, ни одного человека нету 33 друзей. Начнем с этого. Это, видимо, кто-то делал. Так, ладно, давай, погнали дальше. Что-то еще интересное будет. О, Payday, погнали, Payday! Вот это сладко, вот это, блядь, сладко, пиздец накормили, блядь. Ну, графика, кстати, так себе. Но Payday про графику не было никогда. Графика вообще, по-моему, такая же, как во второй части. Да похуй на графику. Главное, чтобы геймплей был интересный. И чтобы было 50 DLC. Да, давай! Ебать, подкат. Видели, он подкатился и проскользил. Класс.
О, по телефону звонить можно. Ну классно, классно, все, блядь, охуенно. Payday 3, ебать, дай сюда, нахуй. В сентябре, блядь, сюда, нахуй. В сентябре никто в школу не идет, все играют в Payday. Это хорошо было. Еще премьер, блядь, пиздец, я нахуй не выдержу столько игр охуенных. 10 из 10, сюда. Payday без клокера-то, там был клокер прям в этом, в трейлере. Наваливают жестко, пиздец, я тебе говорю. Бля, это даже я знаю, это персона. Блин, честно, мне стыдно, ну, в приличном обществе признаться, но я на свитче хотел когда-то в персону поиграть, но пока не добрался. Просто все говорят, что это настолько охуенная игра, несмотря на то, что она аниме. Когда я в бинго нет, ну так еще охуеннее, это значит, что будут еще неожиданности. Ну прикиньте, это очень крутые игры реально, которые показывают в начале, это даже, ну, а обычно самое сладкое под конец. То есть, что будет в конце, страшно представить. Очень жестко. Пиздец. Это очень жестко, не знаю, пацаны. Ебать, пираты Карибского моря за гейм. О, Obsidian, это ж те, кто сделали... А, это Baldur's Gate, наверное, да? По-моему, его ж показывали в прошлый раз. Ну, красиво выглядит. А, Балдор это не все, блядь, сори, я обосрался. Ладно, что это? Бля, может Dark Messiah of Might and Magic 2? Слушайте, очень похоже, кстати. Очень похоже. Secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. А Вов, ты чё, а Боб? Куй! Skyrim 2, тихо. What are you gonna do with it? А Вов, блядь, реально боба какая-то. Ну слушайте, реально выглядит как Dark Messiah of Might and Magic 2. Ну выглядит круто, прикольно, прикольно. Вот я не знаю, почему, ну выглядит... Вы можете сказать, что мне Microsoft денег заплатили, но мне никто денег не платил. Но я пока что в ахуе. Типа, ну блин, не знаю, вот некоторые игры на прошлом вроде бы по уровню графики были примерно такими же, но это намного интереснее выглядит, я не знаю почему. Lucasfilm Games. Блин. А, Sea of Thieves, ну это, наверное, какой-то DLC. Блин, я так и не поиграл в Sea of Thieves. Ну, прикольно, Monkey Island это же старый этот. Старый квест. Типа DLC под него. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Fleetwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing?
I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Прикольно, такой этот для старых пердунов контент. Я уверен, 90% в этом чате не знают, что такое Monkey Island. World premiere. Особо студия, тоже обоба какая-то. Ну это какой-то оффлайн симулятор, походу, опять. Марафон, кстати, жесткий, пиздец, посмотрите на этой модельке. Типа игра сама для любителя, это понятно. Марафон классный. Хотя чуть-чуть ярко все. Ну, кстати, да, это, я не знаю, в Microsoft Flight Simulator это ж просто летаешь, да, вокруг? А если ты должен отлетать и еще собирать, например, вышки какие-то, это охуенно. Ебать, повітряна гонки, это что? А, 2020. А, он... Ладно. Ну, ладно, нормально. Нормально. Так, in-game footage, между прочим. А, ну это опять, блять, какие-то Звездные войны, небось, опять. Или кто это? А, Дюна, ебать, реально. Да ты шо, я пожилая стрекоза. Ну, графон прикольный. Ну, блин, это ж все-таки там по-любому рейтрейсинг. Hi, Melina here, speaking to you from our Senua performance Saga capture stage at Ninja Hellblade. Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, Когда вы where вперше Senua показали faced off геймплей against a Hellblade gigantic 2, я, troll on наверное, the еще, Icelandic не coastline. знаю, еще под стол ходил. Когда это было, тоже лет 10 Today, we're назад. taking you deeper into Senua's story, her personal quest,
her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits Конечно, you in какой-то Senua's сексизм, saga. блядь, What наблюдается, you'll мне see кажется, today уже is all captured второй by the раз team on живой, второй Xbox живой Series человек, X. который это показывается, это женщина. Я не понимаю. Я думал, Фил Спенсер потом всех просто придет и вынесет. She can feel them slipping through her Вот слышите, бинауральное аудио в наушниках надо слушать. following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. Наденьте наушники, если хотите, чтобы вам женщина на уши шептала. Даже я завалю ебальник. Is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching? More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes. Everywhere. I can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Бля, ну у него крыша, по-моему, поехала еще сильнее с прошлой части, походу. Симулятор белой горячки, судя по всему. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, All the rage. all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Не знаю, как-то слишком пафосно, блин. Or those you led to Короче, не знаю, просто... Мне просто и первую часть, честно говоря, до конца не прошел в свое время. Хотя ее так облизывали со всех игр, я думал, что со мной что-то не так. Ой, бать, бля. Не, ну ладно, это не GTA 6, конечно. Типа, не знаю, графончик хороший, но... Этот графончик показали на уровне того, что она просто в пещере, блядь, стоит и голоса слушает. Я такое же, блядь, жопа. Да не надо жопу.
Писун не видела, или что? Господи. Смугастый. У него в итоге там, наверное, будет носок надет. Ну, мне такие сны снились, кстати, иногда. Ну, это тоже что-то на любителя игра, типа... Я знаю, что есть такие люди, которым нравится в общественных местах голыми появляться, там писюн показывать. Ну, Bethesda, а ну Bethesda, давай, блядь, ебани. Давай, Bethesda, блядь, давай, Волтек. 76, нет, не надо 76, блядь. Не надо 70, блядь, давай что-то нормальное. Бля, понятно, это какой-то аддон на Fallout 76. Нахуй. Понятно, Fallout New Vegas 2 не будет. Хотя, может и будет. Не, может и будет. Может в конце, может все такие, ой, все, не будет Fallout, они такие будут. Конечно, непонятно, нахуй я до сих пор 76 поддерживаю. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing, greater foes are overthrown. Ну ладно, будем надеяться, что реально беседка самый кал решила выложить сначала, а потом будет жестко, потом будет очень жестко. Реально. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. Да, в конце Wolfenstein 3. Да будет Wolfenstein, пацаны, я вам говорю, мне сказали. Источники в Bethesda Softworks. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Skip. Word премьера, давай. Дай мне Word премьер, прям по самые гланды. Не Word премьер, так, какая-то нет. Ладно, нормально. Не, ну прикольно выглядит. Ну не знаю. Какой-то, не знаю. Капком. Капком нормально, у Капкома большой лимит доверия. Может, Devil May Cry новый какой-нибудь. Вообще непонятно. Теком. Муштрями. Да не, это вообще какая-то херь лютая. У кого-то из разработчиков температура была 39, и он решил это на экране воплотить.
Блядь, шо? Кей... Puzzle за год. Ну, короче, ладно. Ладно, скип, Капком. Ты сегодня не удивляешь. Скип. Так, а ну давай. World Premiere. Xbox Game Studios. Ну не World Premiere, так что какая-то хуйня уже, которую мы знаем. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. Выглядит как что-то с кучей интересных механик. The legendary Ну не знаю, пока has что been a выглядит celebrated просто champion for как decades. будто навалили жестко. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Моргенштерн, Cadillac, The Game. Forza Motorsport and General Motors are О, pairing это their же strengths in этот, Хидео technical Кодзима. excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Гениально. Гениально. I know you're ready. You've got this. Гениально. Let's tweak the car's performance for the next one. Блин, реально, а когда про Мазду игру уже сделают наконец-то? Я могу представлять, если что. Was your best lap yet. Даже про Ладу было реально. Ладно, скип. 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 Так, что дальше? World Premiere, я надеюсь. О, Bethesda Presents, давай. Давай, братик, не подведи, пожалуйста. Давай, родная книга. Сука, не дай бог Skyrim, блядь, опять какой-то. О, ну это, наверное, ТС-6. Блядь, посмотри на этот шлем, это по-любому... Блядь, не начинай, братан, не надо, пожалуйста. Не надо. Не надо. А, это, наверное, этот аддон к этому... К ТС онлайн. Все, тихо, нормально. Потому что я думал, уже реально Skyrim 2 вышел. Блин, ну вот я говорю, Bethesda реально вываливает самые такие крупные куски кала в начале, чтобы потом жестко выдавить качественную какашечку. Ну такое, извините за такую аналогию такую, ну что пришло в голову. Не уверен, ну не может быть такого, что беседка покажет за всю конференцию только, блин, аддон на ТС и онлайн, и аддон на Fallout 76, да? Не знаю, типа, их обоссут в интернете очень жестко. А это самое страшное, что может быть. Поэтому я уверен, дальше будет круче. Перекатывается. Такое филлерное, знаете, как в сериале, там серия, где просто ничего не происходит, так и тут. Сейчас эти куски презентации, это ни о чем.
Давай, скип. Unit 37. Blizzard Entertainment. Какой Blizzard? Ой, понятно, все, давай. Блин, не знаю. Мне чаю просто не хватает, чтобы это все. Слушайте, а без приколов, чем Overwatch 2 отличается от первого Overwatch? Кто-то знает? Сейчас, блин, что скажут, а это уже Overwatch 3, старина. Плати, блядь, деньги. Второй уже не катит. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and punch another business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking Не up знаю, reports of конечно, more вот эта attacks часть in other конференции, cities. где показывают аддоны на игры, в которые никто не играет. I say let's give it to him. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Бум, блядь, какой бум, нахуй, ты даже не стреляешь. The world is counting on us. А ты что? Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Watch this. О боже, генерик герои, которые не отличаются ничем друг от друга. Даже, блядь, цвет волос одинаковый. Ладно. World premiere. Так, ладно, Атлу. А, это ж анимешки какие-то. Ладно, это скип, наверное, тоже. What is this Skip. place? It looks like we're in a palace. Skip. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fight. Но это не злой скип, как вот, да, на прошлой конференции, где все было примерно в таком же духе. Это такой, типа, ну, скип. Скип, потому что мы знаем, что дальше будет что-то другое. The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little. Это поиграл бы в Sonic Heroes, это давайте что новые? Ну, новый поиграл бы, конечно. Ну, это... А он что, вышел уже? Не, я люблю Соника чисто ради Соника. Will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. С 2006 року. Когда я знаю, в 2006 был Sonic Adventure DX, что-то такое. Так, Bethesda, блядь. Ну сейчас-то Bethesda навалит жестко. Это Starfield, да? Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Ну, это показывали уже. Ну, Starfield это такая темная лошадка, на самом деле, непонятно. Конечно, блядь, показывать от создателей Скарима, это, ну, такое, как, не знаю, то же самое, как от женщины, родившей Гитлера. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there?
Не знаю, реально темная лошадка, непонятно, что оно будет. Ну, такое ощущение, что это будет... Я не знаю, короче. Skyrim плюс Fallout, только в другой технике. Но может что-то интересное, типа, может быть. Если какие-то... Может, сюжет интересный. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Натискайте лайки. Кстати, да, реально лайков за то, что Wolfenstein 3 вышел. По геймплею, кстати, выглядит на этот очень, на киберпанк походу. Мне даже шрифт очень похож на киберпанковский. Whatever lies at the end of this road will change humanity. Ну, это неплохо. Forever. This is where we belong. Ну вот реально графика уже чуть уставшая выглядит. Ну понятно, в конце будут вообще жестко его облизывать, но мы не будем эту хуйню смотреть. Вот премьер, давай. Сюда. Давай, дай папочке конфетку. Ну это вряд ли, конечно, Wolfenstein новый. Чувак тестикулы свои отрезал и оживил их. Ой, бля, это какой-то как будто строительный симулятор будет. А не. Похоже было, знаете, что вид такой сбоку, как в этом Fallout Vault или как он. Ну не знаю, писали Quality Not Final, типа, блин, пацаны, надо делать, бля. Это как ты когда заказчику скидываешь там какую-то работу, говоришь, блин, ну это так, типа, тестовый вариант. Дальше нормально будет. Если он говорит, что типа, ебать, это amazing, ты потом просто ничего не доделываешь и в финале то же самое скидываешь. Ну ладно, на самом деле, ну типа прикольненько, стилизованная графика, нормально. Чисто баксов за 10, если продадут. Джасант. Это чисто игры для геймпасса, чтобы люди, ну, можно было людям в геймпассе писать, там у нас там 1000 игр. Большинство игр такие, но игр 1000. А, World Premiere, погнали, красивая вода. Secret Mode, не знаю кто. Chinese Room. Так, ну не рэп, это спасибо. О, страшилка, походу. Бля, может страшилка какая-то интересная. Давно страшилок нормально не ходил. Ну, кстати, нефтяная вышка хороший сеттинг для страшилки.
Still wake the deep. The deep. By the deep, фагот. Ну это что-то страшилка какая-то. Это Wolf 3, та не гони, врешь. Это страшилка. Wolf это не страшилка. О. Кстати, на этой презентации хотя бы рекламы Samsung телевизоров нету. Бля, оно тормозит, пиздец, вы что, гоните? Как вы умудрились сделать, чтобы это тормозило? New Day, New Dungeon. Симулятор Dungeon Master. Блин, пусть, блин, я так хочу, чтобы реально, я забыл уже, Hades 2, что там зачем забили на него. Чтобы сейчас реально показали Hades 2 и сказали, покупайте прямо сейчас, играйте. Это было прям радость. Hi. I'm very excited to be returning Johnny as Johnny Silverhand. Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and B on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. Я сейчас сериал It's «Офис» смотрю, really там amazing тоже to share Идрис the Эльба screen есть. with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a Вот реально massive надо... expansion. Это, кстати, третья Twists, часть secrets, видео по and Киберпанку, plenty of если кто stuff не to знал. do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you Это, кстати, компьютерный Киану Ривз, если вы не поняли еще. for Phantom Liberty. Check it out. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. Можно без спойлеров? V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? А, я скипаю. I need you to get to Dogtown. Не смотрю. Attention all Dogtown residents. President managed to crash Скажите, когда следующий. into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Ну зачем такое длинное? Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Слава богу.
Я уже орешки почти все скушал. Так, ингейм. Сейчас будет какой-то супер графон. Да ты шо, это реально? Блин, это какой-нибудь City Skylines, наверное. Блин. Ну, а тут не настолько нереальный графон, чтобы мы подумали, что это реальная жизнь. Так написали вначале. Бля, ну у меня такое ощущение, что в нынешнем City Skylines или какой там... Я забываю, как называются эти, ну короче. Не, красиво, без базара, но уже не впечатлишь. Мне кажется, такие игры играют все-таки не ради графики. Я не знаю, ради чего. Ну, не, мне нравится. Я когда-нибудь хотел в такое позалипать. Никак что-то не дойдет до этого. Ебать, реально 2. Ну, недавно только первую подарили, блин. Ну ладно, нормально. С пивком пойдет. Так, вот премьер, погнали. Бля, да опять этот атлус. Сколько можно этого атлуса? Они что там, все подвалы во Вьетнаме выкупили или что? Не, это сразу скип, реально он захватит. Да я! Ваши глаза! Чину! Омаева, мо синдерю. Скип. Вот это графон 47 нужно. А ты думаешь, что я тебя мотивирую 47 покупать? Вот так вот посмотришь и не поймешь, зачем он тебе. Вот премьер. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world. Бля, Genshin Impact 2, походу. To find the origins of this evil. And bring hope back to our people.
Да, конечно, что-то слишком много аниме. Чаю очень хочется, честно говоря, чтобы это все запить. Я что уже не вывожу. Как-то, знаете, потихоньку уже давно ничего не было крутого. Together, you can save humanity. Ой, господи помилуй. Ну ладно, сейчас что-то жесткое будет. Чекайте. Приньте. Да, сейчас World Premiere очень жесткое что-то. Xbox заимствует, сейчас что-то очень жесткое. Чекайте. Блин, охуенно. Инксайл, это что-то знакомое. Ебать, это шоу, Биошок. Бля, кстати, без приколов. Но графон как-то не дотягивает. Блин, что это такое? Слушайте, неужели реально Биошок? But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. А, это может Dishonored. Это Dishonored, наверное, не? If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Что, или это Atomic Heart 2? Да по-любому из зоны. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your По-любому scalp? Dishonored. Чё, Clockwork? Revolution. Я пропустил, что был уже какой-то перед этим Clockwork. Что уже Revolution настает. Ну ладно. Не знаю, непонятно. Ну, мне кажется, скип. О, здорово! Что это все? Бля, ну походу это все, и сейчас одно что-то очень жесткое покажут. И не дай бог это будет не Wolfenstein 3. Хотя очень быстро, конечно, я думал подольше будет. Давай, Фил, ебани, сука, дай, чтоб я, блядь, обосрался и обкончался сразу. Дай мне это, блядь. Дай мне это, Фил, дай мне это. Я хочу это. Боже, пожалуйста, только не... Блядь, сейчас по-любому ТС-6 будет. Пожалуйста, я не хочу. Пожалуйста, пусть это будет Wolfenstein 3. Фил, дай мне. Дай мне это, Фил. Пожалуйста, только не ТС-6. Только не ТС-6, пожалуйста. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration Пожалуйста, with пусть это будет Quake или Lucasfilm Wolfenstein, пожалуйста. 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona
here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to Что у play него, on слышите, Xbox, футболка Хексен? PC, Что or Хексен over the новый cloud, покажут или что? all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback Как будто on реально two Хексен fronts. новый покажут какой-нибудь. First, we have significantly increased our supply Очень of так Xbox палевно, Series знаете. X, making Я it честно в easier Хексен for не играл fans to особо. find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Так, Black. Что за Black? А, это Xbox, господи. Так, Ами, September Pest, pre-order today, погнали, Wolfenstein 3. And now for the one more thing you've all been waiting Что, for. сейчас придется предзаказывать? Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the Какой biggest Starfield? game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Не, сейчас скажет что-то типа, ну подождите еще. Нет. Нет. Серьезно. Серьезно. Ну, походу, да, решили все на Starfield. Ну ладно, еще надежда есть на самом деле на QuakeCon. То есть, может, тут действительно решили все-таки все внимание на Starfield. А на QuakeCon анонсируют что-то жесткое. Ну, честно говоря, так хорошо начать и так плохо кончить. Это так. Hey everyone, thank you so much for Ой, joining блядь, us еще today вот это and welcome ебался ты, to господи. Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. Постарел, блядь, From конечно, the вот Elder так вот Scrolls, постареешь и до Fallout. сих пор We love creating these worlds and playing in своим them Skyrim'ом, just as блин. much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. На What if we could QuakeCon take that анонсируют feeling закрытие of серверов being who you wanna Champions. be Сука, это and было exploring сильно. a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a анонсировали? Ничего long way хорошего since then with the games we've Ну built, ладно, our пара игр technology, хороших and all было, of us но here in the studio. We've done so much на этом together, всё. but well, we've never tried to Это, make кстати, a game компьютерный тут like город, this. если вы не знали. Today, you'll get to hear from many Настоящий on в the бункере team сидит, and see потому so что much боится, что of его what we отпиздят think за то, makes что our он game Skyrim special. одни выпускает. So let's jump in and take a look. Ну, короче, неплохо, но можно было бы лучше. Ну, типа, да, но... То есть это звучит вроде неплохо, но хотели бы вы, чтобы, допустим, да, ваша женщина так описывала ваш секс. Я думаю, нет. Поэтому думайте. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Технологи, блядь, а раньше у вас не было технологий для такой From the графики, rocks да? at your feet to the mountains in the distance. Каждый камешек, у каждого камешка будет искусственный интеллект. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses Не знаю, ладно, код, скажи мне, а чем это отличается от No Man's Sky? and the makeup of the Продай planet's мне это. atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course,
You can play it in third Бля, да person, посмотрите, анимация реально такая же, как, сука, как в Fallout and или you can play it in в first Skyrim, person. блядь. О, сука. We love О, Димас exploration and разошелся. rewarding it, Спасибо, but you Димас, do дай боже explore тебе здоровья. differently in this game, given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, Так, ого. Охуеть. do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Например. Ого, шахта. Ого, то есть можно идти по миру и найти какую-то абсолютно дженерик локацию с мобами. Ого. Подождите, это реально? Технологии наконец-то позволили это сделать. Наконец-то мы ждали 15 лет, пока технологии позволят. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the Наконец-то details. технологии Food, we позволили obsess over food. сделать реалистичную When you're модель done exploring, стейка. you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Ого. Let's head out. Короче, мы прилетели на планету, там побывали на одной шахте, забыли один ресурс, полетели дальше. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest А знаете, is. где еще Obviously, можно было NASA, исследовать which is the космос? rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style В этом, coming как, through блядь, in я your забыл ship. название игры. В Your ship is your 80-х home еще вышла for игра you and your crew. черно-белая. And like Там many тоже of the можно было spaces in our космос game, it исследовать. has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This Да is не, your ну, star map. блин, It starts with the 80-х planet еще you're игра. currently on. You can see Я забыл, all как of its называется. info and resources. You can choose a landing spot or fast Популярно travel to очень. known locations. Элит, Backing да, out вот further, элит. You can view all the planets Вот in в the элит system. можно было Obviously, исследовать the game космос. is big, and it's 43 here года you can назад. see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Так, Альфа Центавр. Блин, прикиньте, они сейчас прилетят на какую-нибудь планету и найдут там диск с Wolfenstein 3. Это был бы крутой поворот, реально. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee.
It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, анимация совсем не похожа на анимацию из Fallout 4. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the. Короче, скорее всего, сюжет будет заключаться уебать, нихуя себе. Качает Ронни Колман. Сюжет будет заключаться в том, что они знают, что где-то далеко во вселенной есть какая-то инопланетная судьба, инопланетная раса, и тебе нужно будет всю игру ее искать, выполняя побочные квесты, зачищая шахты от крыс. И в конце концов ты узнаешь, что инопланетянин это на самом деле твой отец, но чтобы до него добраться, тебе нужно будет залезть в бак с радиоактивной жижей какой-то очень опасной, и у тебя будет союзник, который будет полностью, у которого будет полный иммунитет к этой радиоактивной жиже, но он откажется залазить в нее, и тебе придется самому залезть и раствориться в ней, и на этом игра закончится. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. А потом ты узнаешь, что твой батя это на самом деле Далакин. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this Для меня местом задоволен было бы любое место, где показали бы трейлер Wolfenstein 3. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Prince and Fleet. It always has. Не знаю, бля, я так кринжую, но просто даже я не особый фанат игр от беседки. Вижу вот реально такие же анимации абсолютно, как в предыдущих частях. Эти безликие лица. Безликие лица, ну я не знаю, как-то, короче, блядь. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience.
But the most important story Анимация, is the конечно, не one ой, that но вы you tell. заметили, какие тени, блин. I'm the type of person who spends hours Реально, in вы character заметили, вот creation. можно And I персонажа think people are часами gonna be создавать. really excited when they see all of the improvements we've made. Можно любого One of персонажа the biggest сделать. overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. Ого, Diverse, главное, We чтобы use that Diverse. exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Невероятно, раньше еще в играх нельзя было создавать разных персонажей, наконец-то. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Это я слева, кстати. You know Это who you персонаж, are? которого с меня New создавали. recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Блядь, посмотрите на эти волосы, ну не гоните, блядь. Ну, посмотрите на эти волосы, блядь, посмотрите на эти волосы на бороде, блядь. Ну ёб твою мать, блядь, посмотрите, ну, блядь, что это борода? Посмотри, блядь. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to 2023 нахуй. decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. Слава богу, что у меня волос нету, так что я смогу создать персонажа своего, и он будет максимально реалистичным. Talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further. Блять, эту анимацию не могу. Им надо было просто картинки показывать, тогда они по игру продали. Мне кажется, кто угодно посмотрит на этой анимации и скажет, блять, подожди, что-то тут нахуй не так. Бля, это отсылка на персонажа в Обливионе, который тоже с такими волосами был и бегал за тобой. Я не знаю, как его зовут, но кто-то должен знать. Есть фанаты Обливиона? My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. В Симсах 4 лучшая анимация, блядь. Они вышли в 2014 году. Your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Это нам показали, что можно крысой быть, типа спину своих ебашить. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Не все тебе RDR 2, а надо бы было стремиться к тому, чтобы все игры, особенно от таких компаний, как Bethesda, были по уровню как RDR. Тогда было бы заебись, тогда бы я не пиздел. А так все. Я уже попробовал самое лучшее. И меня вот это уже не устраивает. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat.
Бля, лагает, That бля. one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, now that you're talking to everyone, my favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines Big at Milkis. Бля, я жирный, я могу смеяться над I жирным. like blowing stuff up. Биг мама. Бля, это очень смешно. Блядь. Мне кажется, я специально... Это, наверное, тоже компьютерный персонаж какой-то. Потому что ну, нельзя было уговорить настоящего человека такое сказать. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Прикиньте, блядь, сегодня у вас под кроватью бигмама Our будет. team worked hard to По strike a стелсу. balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Охуеть. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Ой, боже, пацаны. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, Надеюсь, бигмаму you покажет never know еще. what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think Это, you'll кстати, be бигмама blown до away by the операции. amount of stuff you can do. Это You просто can с buy более a ship. раннего билда. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you Бля, can change мне кажется, сейчас anything, это from the systems рассказ про to the look and Starfield будет layout. длиннее, чем Adding a new habitat чем module can остальная give you more room конференция. for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have Ну, modules типа for вот эта crafting, система, ну, показана or вроде for хоть storing and displaying your как-то weapons. более-менее это прикольно. Starfield's in-game Ну, ship опять-таки, manufacturers bring никакой their own геймплейной look and feel ценности to особо это every не piece несет, of your мне ship. кажется. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Не спорю, корабль прикольный. Но опять-таки, смотря сколько там будет этих улучшений, и насколько будет от них толк. Your ship can look like almost anything you want.
It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. Понятно, So it's для кого really игра делается. whatever your imagination is. And while you can build your Fallout home 4 among the тоже stars the презентовали way на you своем want пушке, to, и что вышло. you're Ну, кстати, probably да. not the only person Часто who вы will в call your Fallout ship 4 home. пушки настраивали? Интересно. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Бля, эту женщину уже 10-й раз показывают, но у нее настолько отвратительная анимация, что ее лучше спиной было показывать. А, ну понятно, это романтик можно. Сейчас все дрочеры побегут рисовать руль 34. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Блядь, Assign crew to your ship почему не or забыл outposts, анимацию and their unique нормально skills сделать? will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a Просто, hand in ну, the field. типа, это сразу Take настолько, Bosco, for instance. блин, минус. Ты не веришь в эту хуйню, когда перед тобой, блядь, этот человечек с этими анимами, блядь, пиздец. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features Блин, а in как там Starfield, было про you'll be able какую-то to игру? build and А captain the какая ship там of your вода? dreams. А какие тут тени? And now, let's take to the sky. Какие облака нарисованные, плоские, мыльные. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Ой, пиздит, я думаю, пиздит. Я думаю, блин, в итоге все сражения в космосе это будет как раз просто, блядь, летаешь и Powering up the стреляешь. ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Потому что надо ж уместить всю игру, чтобы можно было на джойстике от Xbox играть. And Поэтому moving your забей. power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Пиздит, как дышит. Ну посмотрите, в итоге он просто летит, типа направляет прицел и летает за чуваком и стреляет. Бля, там еще и автонаводка, забей. Will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Космос какое-то серое месиво. Да я уверен, там космос будет по размеру, блин, не знаю, как комната в каком-нибудь After destroying an баре enemy в ship, Скайриме. you can loot the remains from your cockpit. You can always turn Чё, any кок? ship that Он engages you сказал into кок. scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. На абордаж! Тогда ж- Ну прикольно, хоть что можно на абордаж. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours.
add it to your fleet, and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic Лучше бы не battleship like показывали the UC этих Vigilance. NPC. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be А had можно as well. захватить этот крутой You can корабль hail для any ship you богатых? come across to trade, swap info, or maybe even commit an Бля, act ну of это вообще piracy. космические рейнджеры. When I'm playing, I generally go crazy. Биг Мама I сейчас... definitely это go не like the Биг more Мама. piracy routes. I want to take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches. Ну и реально, все равно, я особо в No Man's Sky не играл, но по ощущению, там примерно то же самое, только там нет таких детализированных бутербродов. Some strangers might be looking for a little human Блять, connection лучший in the переход в darkness мире, of сука. space. Я уже уверен, это в ТикТоке будет под эту музыку, знаете, где там типа переходы. They call me Elon Musk. Some of the best moments are the ones you discover on your own. Лучший переход. С бутерброда The на thing I Луну. love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there. Где Биг just Мама? Уже у waiting тебя for за you to спиной visit. старичок. Она по стелсу. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. Wolfenstein 3, we да? put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for сейчас this будем game, продавать вам коллектор we've done a Edition. watch. Ого. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this Сколько case as we стоит? did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an Сколько intricate же locking интересно стоит mechanism, будет? authentic, heavy, comes with a Constellation Сколько patch, денег? NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that exists in the world in the Starfield universe. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Бля. Starfield controller. It's awesome. It is now, our favorite controller. We love this because it's the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. Дмитро Володимирович, це мені на годинник з этого, со Старфілда чи що? Ебать, отсыпал, нихуя себе, блядь, Димочка. Это мне заплатили, кстати, за этот, за Старфилд, на часы. Ой, блядь, Димасик, солнышко ты мое, господи, пиздец.
Наконец-то хоть покушаю. Наконец-то хоть хватит мне на базовую еду. Реально, спасибо тебе большое, солнышко. Дай бог здоровечка. Теперь мне и презентация это все нравится. Я готов еще смотреть, если надо. Реально, Димасичек, дай бог здоровья. Предзаказ-то не дай бог, ты шо, блин. У меня, конечно, я лучше пойду покушаю, реально, что-то или пиво куплю на эти деньги, чем предзаказ этой хуйни. Ой, спасибо большое. Аж настроение сразу улучшилось, я еще покакал перед стримом, ну, и так было, в принципе, а сейчас вообще, господи, дай боже тебе здоровья. Да. Димасичек, конечно. Because we want to give you freedom on a galactic level. Шоу-бойер, здоровечка, реально, пацаны, давайте все поблагодарим Димасика в чатике за то, что на самом деле он такой вот, конечно, такой сладенький пирожочек. Напишите все в чатик, что Димасик сладенький пирожочек. Comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Да, боже, здоровечка. Ну, на самом деле, всем спасибо вам за то, что вы это смотрите. Ой, потому что это все-таки веселее смотреть в компании. В компании однодумцев. Вот. Покупайте патронку, в патрон-чате всем проценты с канала капают. Слушайте, кстати, Димасика, он иногда может спиздануть, но на самом деле пацан вот такой, и у него вот такой, реально, я вам говорю. Так что, ну, блин, реально... Патронку уже давно пора купить, потому что, ну вот прикиньте, да, это только один Димас. А сколько там еще людей охуенных, я просто охуеваю. Ой, дай боже здоровечка, конечно, реально. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find. А тут, кстати, до сих пор он какие-то утконосы. А интересно, что реально сейчас уже можно предзаказать будет? Кто-то может сейчас в Steam заглянуть? Есть там предзаказ? Старфилда. Бля, тогда ли лучше Хейтс, реально, я так хочу Хейтс. Но, кстати, следующий будет PC Gaming Show через 1,5 часа. И типа, ну в теории там могут что-то еще новое показать, но я не знаю, надо посмотреть, какие компании там будут. Не уверен, что этот PC Gaming Show типа стоит стримить. Мне кажется, там будет залупа какая-то. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. В Steam есть, но предзаказа нет. Ну, может, откроют после вот этого залупы. Но если оно в сентябре уже выходит, то уже точно даже должны предзаказ открывать. Но это 2К точно, это 2К будет стоить, скорее всего. Может, конечно, ну я не знаю, не помню, сколько последние вообще игры беседки стоили. Но мне кажется, 2К будет точно. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them.
Assign crew and companions to work at your outposts for added Ух, я bonuses. напился, вообще так пропотел жестко. Не знаю, сегодня вообще целый день обещали дождь. Something cool we have this time is we have a new fly cam, Он в итоге так where и не you can начал. toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan Что-то out вы larger замолчали, parts of the что outpost это and placing those засмотрелись? larger halves. So that way you can really Что вам plan your девочку показали, structures вы and уже what в the экран overall feel смотрите? of your outpost is. And then when you're on your feet, you Вот и can really постройка поселения decorate and получится. fine-tune things much Бля, меня easier. вообще это так умарило в FLC 4, типа, блин, ну это вообще не в тему там было. Просто ну, в этом смысла нету в игре. Add crafting and research stations in your outposts to Мы ждем utilize новый any улучшить. Вы не resources you дождетесь. find or already Не, have. серьезно, если кто-то надеется, что после этого покажут новый Wolfenstein, типа... Different weapon sights and scopes, larger magazines. Блин, a хотя selection вообще of как будто grips and капает barrels, что-то, может быть. different ammunition like explosive rounds. А, слышите, да, что-то капает, как будто прошел дождь. Я, All может, you не stealth слышал, players я out there просто will surely need a suppressor. слишком засмотрелся за геймингом. You can also choose to go hands-on with melee weapons. Не знаю, пацаны, если кто-то может, посмотрите на PC Gaming Show, какие будут компании, типа, есть ли шанс там на премьеры какие-то. Ну, если нет, то не будем смотреть. Типа, просто смотреть на трейлеры того, что мы и так уже видели. Это With зашквар. Starfield, we've Типа, completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Animation, говорят, more fluid. It И, just блядь, feels animation. We probably have more mods and more weapons in this game than mods. I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. Я You сужу may need to комплиментом, switch мне things никто up сейчас based не on говорил, your что сладкий environment. пирожочек только буквы. Ну, это тоже сладкий пирожочек. Gravity is different for each planet, and boost Благодаря packs are тебе наши excellent попки for getting сияют. around. От блеска. And for giving you an edge in combat. Понимаете это как хотите. Sometimes you'll even feel like you're flying. Сейчас нам показывают по факту всю игру. Так, блин, ну мне кажется, это реально типа... Опа, залагало, видели? Игра, типа, ну будет, мне кажется, песочница из кучи квестов. Не знаю, блин. Если бы там реально была какая-то загадка, было интересно все это исследовать, то это было бы круто. Ну, не сильно верю, что беседка такое сделает. Мне кажется, это реально будет песочницей для дрочил, которые вот любили в этом Fallout поселение строить. Не, слава богу, хоть стрельба уже получше, чем, да, там в третьем Fallout. Посмотрите, даже вид с камеры такой же. Типа, бля, это реально полностью Fallout. Космос. Ну, может, чуть более улучшенно. Блин, я не знаю, почему нельзя было движок начать делать. Обещают много, но действительно угорну, если после Старфилда будет конец. Ну типа, блин, да вряд ли что-то будет после Старфилда, ну потому что если... Ну, они же специально сказали, что вот Starfield Direct, все. Если бы было что-то такое супер хайповое, они бы это показали. Ну, или типа, они, может, сказали бы там, типа, теперь посмотрите наш Starfield Direct, а после него вас ждет там действительно что-то новое. Ну, типа, чтобы заинтриговать. Но вообще ничего такого нет. В четвертом Fallout, ну, типа, неплохая стрельба, на самом деле. Ну, по сравнению особенно с третьим. Там было приятно походить, пострелять. Ну, опять-таки. С другой стороны, вот от Starfield, например, ты не ожидаешь уже, что это будет какая-то супер РПГ. Блин, они целый час этот Starfield мусорили. And spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring.
When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of готовьте, сейчас Big Mama еще раз to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every Motion biome is Games помогают different. работать The с word стрельбой, that но то, comes to mind походу... is vast. Ну, не знаю, но выглядит реально не лучше, чем четвертый FLHE. Ну, это надо, конечно, прочувствовать. Не, ну, если там будет прям кайфово стрелять, там, как в Wolfenstein, ну, можно будет поиграть, конечно. Я поиграю, я не спорю, я поиграю. Но я не особо верю в эту игру. О-о-о. Увидели? Вы ее не увидели, наверное, потому что она по стелсу была. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Ну жалко, что реально за все это, ну хотя бы, ну типа от id Software вообще ничего не показали, получается. Не, это круто, что они там прям в супер стелс режиме тоже в каком-то пилят что-то. Больше шансов на ништяк, но, блин, хер. Не было больше. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Ой, ну тогда, когда начинают затирать про то, что лучшее в игре это свобода, это, блядь, хуйня сразу. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield. Свобода сейчас в каждой второй игре. И что? Я тоже думаю, что id Software на купоне в итоге покажет. .9, 06, 23 Starfield. Охуеть. Ну сколько денег стоит? Покажите хоть. Покажите, сколько денег. Цифровое премиум выдание. Уже куча премиумов. Если предзакажете, то получите крутой пистолет. Что выросня? Да тут бы дожить до 6 выросня, а вы уже игру анонсируете. Ну что, все, может все-таки что-то будет прикольное. Не, это чисто. Чисто это подведение итогов. Ну вот было похуенно, если бы они сказали сейчас, что вот вам еще. По сути, реально самое неожиданное, такое хайповое, это вначале было Fable. Ну, по факту, лично для меня. Ну и Payday 3 еще круто было. Hellblade этот, ну, кому-то, может, зайдет неплохо. Overwatch. One More Thing. Ну да, One More Thing нужно. Но, походу, не будет. Не, это уже реально все. PC Gaming Show, не знаю, блин, смотреть его, не смотреть. Просто до PC Gaming Show еще ждать час. Если бы он сразу начинался сейчас. Ну сейчас я гляну, что там. Сейчас уже точно закончится это. Просто я не знаю, пацаны, вам тоже спать уже, наверное, пора. Лучше по жопе отлупят, если так поздно будете сидеть, тем более завтра в школу. Каникулы? А, блядь, натуре. Бля, ну уже точно все.
0 из 10. Рип. Ой, массив вин. Не знаю, интересно было бы, кстати, собрать статистику вот в чате. Чего больше, 0 из 10 или 10 из 10? Не надо нам тот PC-гейшоу, иди с бота. Мне кажется, вам только это и надо. Блин, да вам-то ладно. Мне оно надо или не надо? Да. Сейчас я гляну, что там PC-гей. Голосование. Так по голосованию и так все понятно будет. Вот бы деньгами можно было голосовать. Ладно. Так, сейчас. Гейминг шоу. Так, PC Gamer Show 11 июня 23:00. Чего ждать? Ежегодная презентация PC Gamer с показом игр для ПК, которая будет включать 55 игр, включая 16 анонсов новых проектов и специальный доступ к студиям разработчиков по всему миру. Посмотреть бы, какие там просто какие компании будут принимать участие. Типа, если там что-то нормальное, PC Gamer я не особо доверяю. У них 260 тысяч подписчиков на YouTube. Скорее всего, это хуйня. Инди, думаешь, будет? Ну, если инди, то, конечно, это хуинди. Будет, я вот смотрю, 12 июня будет Ubisoft Forward, ну, типа от Юбиков, ну, тоже неинтересно вообще, Ubisoft парашу делает. 13 июня будет Capcom Showcase. Ну, короче, в принципе, самое интересное уже позади. Вот это вот, что мы сейчас видели, это было самое интересное по факту. Ну, сейчас еще глану. PC Gaming Show 2023. Не знаю. What to expect. Бля, и запрос сразу, знаете, как в Гугле есть похожие. Из PC Gaming dying out. Типа, PC Gaming умирает. Короче, пишут, что точно там будет Baldur's Gate 3, Duna Awakening, Frostpunk 2, Pax Day какой-то, какая-то новая игра от Clay Entertainment. Ну, такое, короче. Не думаю, что там что-то интересное будет. Скорее всего, хуйня, честно говоря. Хуйня из-под коня. Блин, очень жалко, что Хейтс не показали хотя бы. Ну, то есть, понятно, что Wolfenstein очень жалко, что не показали. Ну, я так что-то... Я просто, когда только начали, я вспомнил, что Хейтс, типа, выйти должен. И я думал, блин, сейчас как покажут Хейтс, я сразу зарублю с него. Так хочется, знаете. Я просто в чем проблема? Я прошел Red Dead Redemption. Я прошел Red Dead Redemption полностью. И, ну, там остались еще активности, которые можно повыполнять. Ну, по факту уже, знаете, все. Катку в Quake-то я его удалил уже давно. Ты шо? Какой Quake? Ладно, тогда, наверное, закругляться будем, пацаны. Бизнес-план Миха, стрим, PC Gamer в патрон-чате. У всех нас, чтобы патрон... Да, господи, если патрон-чат попросят, я и постримлю. Мне не сложно, без приколов. Привіт, мій хек справа. Яку гру думаєш грати після РДР?
Блин, Танос, я не знаю, здорово, как ты вообще? Нормально, я надеюсь, все. Я не знаю, потому что, ну ты же понимаешь, РДР оставляет вот такое прям вот, знаешь, как книжное похмелье есть, так вот это игровое похмелье. Вот, и я, с одной стороны, думал начинать после РДРа Киберпанк, но с другой стороны, я понимаю, что после такой большой игры начинать вторую такую большую игру не очень круто. Вот. С другой стороны, типа, я думаю, что небольшое пройти, ну, такое, знаешь, синглплеерное. Я думаю, скорее всего, я Doom Eternal наконец-таки пройду. Я уже давно его хотел пройти, и, типа, ну, и, может, наконец-таки пройду. Нормаса, нога у мене ні, може треба буде операцію робити. Блін, що серйозно? Так а що там, сломалось що-то у тебя, или просто этот, как его? Ну, типа ушиб какой-то суперсильный. Может, засядешь в Форзу, тупо чил. Doom топ, дяка. Форза, блин, вот, кстати, я поиграл бы, знаешь, в симулятор, но с рулем. Вот с рулем было похуенно. Блин, не знаю, вообще, наверное, после того, как на машине реально поездишь, уже в эти симуляторы не очень круто играть. На самом деле, никогда не думал, что у меня такое будет. Но даже когда на обычной машине ездишь, иногда так хочется втопить прям так жестко. Вот, конечно. Ну, я ж нормальный человек. Гематомы великие не сходят. Слышишь? Ну, смотри, блин, ну если надо, то делай, ёпта. Что делать? Что бывает? Так мне тоже надо глаз залатать, я все вот это, ну, типа, оттягиваю, но надо это сделать уже. С рулем. Ха! Форзу обычную или мотоспорт, господи, они еще разные. Starfield 80 бачей за стандарт и 105 за премиум. Что? Сколько? Сколько? Че, реально 8? Бля, сколько? А сколько 80 сейчас? Не, ну я надеюсь, у нас будет типа региональная цена, во-первых, но, честно говоря, я в ахуе, если это правда. Ну пока нету, в стиме я не вижу никакой инфы. Пока что можно только в желаемое добавить. Пройди Nobody Save the World та ММУ Аблу. Блин, надо записать такие игры. Это что, инди какая-то? О, Nobody Save the World. Реально. Оригинальная ролевая игра от авторов Гуакамели. Блин, ну это выглядит как что-то, во что я на свече мог бы поиграть. Надо глянуть. А, на ПК 70, 80 на коробку. Да блин, ну что, гоните, это жестко. Это очень жестко. Я моему облю пройдешь за годину. А как по-английски пишется? Что я не могу найти. Блин, не, я не хочу плакать. Мне кажется, их, чтобы поплакать, хватает и так. Мне хочется, чтобы весело было. Поэтому я хочу в Doom пройти, потому что он, типа, ну, тупой. Просто бегаешь, стреляешь. Я поэтому и люблю. Я люблю игры, где можно затупить и пострелять просто, и не надо думать.
Фух. Пацаны, давайте реально закругляться, бо у меня уже, уже геморрой скоро вскочит, да и у вас тоже. Спасибо, что были сегодня тут со мной в этом зале. Со мной, с Филом Спенсером, с Биг Мамой. Очень круто, реально. Не, такая хата-натата, уже трошки втомився. Надо полежать немного, деду, бо устал. Вот. Спасибо всем, что были, спасибо всем, что присутствовали, спасибо. Дай бог вам здоровья, реально. А теперь быстренько все писать и спать. Спокойной ночки, сладкой дрочки. Всем до встречи.